Вы не видели? Она ушла. Ее уже нету. Тогда я выйду. Знаете, как я ее боюсь? Кого? Себя. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. И сегодня мы поговорим о страшном, самом страшном звере в лесу. О себе. Нам всегда хочется сделать эту проекцию. Проекцию в другого или в других, которых мы боимся, которые нам что-то запрещают, которые не дают возможности. И сделав эту проекцию, мы избавляемся от чувства вины. Но мы часто наделяем других собственными мыслями, уверенные, что мы читаем их мысли. Как я говорю на группе «Сталкер», не надо свои мысли проецировать в тетю Олю. Когда, например, человек начинает мне сообщать о том, что я подумала или что могла бы подумать, я говорю: нет, это совсем не мой ход мыслей. Давайте с этим разбираться. Я выбрала наиболее важные, на мой взгляд, моменты. Несомненно, этот список, который я сегодня предложу вашему вниманию, можно было бы продолжить. Но, на мой взгляд, это ключевые моменты. Первый момент – это наказание себя стыдом за плохость. Я думаю, что у каждого из вас из детства есть воспоминания, когда приходил какой-то родственник или родственники на какой-то праздник, или вы приезжали, и вам представляли этих незнакомых людей, которым надо было улыбаться. Ну что ты не хочешь обнять дядю Васю? Это же твой двоюродный дядя. Почему ты не улыбаешься бабушке Зине? Она же твоя бабушка. И в этот момент мы растягивали в улыбке свое лицо или же обнимали этих непонятных чужих людей, которых мы боялись, изображая некую радость. Мы себя чувствовали пойманными и принужденными что-то делать. И сейчас, когда мы сами с собой это же делаем, мы это не узнаем. Например, вы пришли к врачу, и надо вас послушать, ваши легкие. И у врача в кабинете сидят студенты. И он говорит: знаете, у меня тут сегодня группа студентов из такого-то института, и они будут присутствовать на приеме. Вы не против? И вы говорите: не против, хотя совсем против того, чтобы эти чужие люди смотрели на вас обнаженным. И что же внутри не дает сказать: нет, я против? Потому что вроде бы нету никакого повода себя защищать. Вроде бы этот врач не злой, и он спрашивает разрешения. И вот в этот момент, когда другой улыбчивый, доброжелательный и как бы неприлично, мы начинаем жертвовать собой. А потом, когда мы выйдем из этого кабинета, мы будем ощущать, что мы предали себя и осуществили эмоциональное насилие над собой. То есть у нас есть некие правила, правильные правила, которым мы, соответствуя, не наказаны собственным стыдом за проявленную некую плохость. И зачастую часто этот стыд преследует нас, потому что мы, например, сказали: я против того, чтобы были эти студенты на моем осмотре. И в этот момент мы как будто сечем розгой себя стыдом за то, что мы были недостаточно доброжелательными, воспитанными, корректными и так далее. Особенно если врач с недовольным лицом сказал: хорошо, ребята, выйдите. Ну, это вообще ощущение полное стыда того, что ты плохой и неправильный. Мы заставляем себя улыбаться, унижаться, подчиняться. И мы в этот момент не делаем осознанный выбор. С теми же студентами, например, если бы я не руководствовалась принуждением быть правильной, я бы задумалась, сказала: знаете, мне
мне надо подумать. Я подумала и говорю, знаете, мне будет не очень удобно это. Я не хотела бы и вас, уважаемые студенты, обидеть и создать проблемы вам, доктор, но нет. И вот в таком осознанном выборе мы не ощущаем себя принужденными. Или же мы пришли к врачу, и там сидят студенты, а у нас пальчик нарывает. Ну, пальчик нормальный. Студенты. Я подумала, прикинула, сказала, да, нормально, пусть будут. То есть, видите, это не принуждение, а это осознанный выбор в моменте. И парадокс состоит в том, что мы можем испытывать стыд за те эмоции, которые даже не были проявлены. Ну, например, на просьбу врача я испытаю злость, и эту злость не проявлю, улыбнусь, но буду ощущать стыд после того, как уйду, не понимая, почему. То есть этим стыдом я себя принуждаю быть хорошей, и я злюсь на это, но злость мне нельзя выводить в сознание, а стыд как бы можно. Это благородное чувство. То есть вот эти вот моменты, когда мы ощущаем это принуждение, могут быть и некой противоположностью, когда мы начинаем быть излишне агрессивными. То есть мы говорим, нет, я против студентов. Мы излишне агрессивны, и тогда мы точно себя чувствуем неправильными. То есть мы на собственное принуждение быть правильным и хорошим реагируем злостью, как мы могли бы реагировать, например, в детстве на принуждение значимо взрослых улыбаться дяде Васе. И только через эту злость мы можем перескочить через это принуждение. Мы не понимаем, почему на такую небольшую какую-то просьбу другого у нас выделилось столько агрессии. И за это тоже стыдно. Итак, мы иногда боимся попадать в отношения, где у нас что-то попросят, а мы не сможем отказать. Или же где себя надо вести прилично, где надо соответствовать какому-то прекрасному, распрекрасному образу, которого не может быть ни плохого настроения, ни желания общаться. То есть вот это вот принуждение, наказуемое стыдом, мы часто проецируем в других людей, хотя оно абсолютно наше. Второй пункт. Тяжелый пункт. Буду идти медленно. Это ощущение невыносимой тоски, когда мы видим бездомных животных, бездомных людей, людей, которые просят милостыню, или же люди, которые просят помощь. В этот момент может внутри возникать вплоть до ощущения заплакать. То есть жалко неимоверно, невыносимо. Как будто единственная возможность помочь и не испытывать эту жалость и это страдание — это отдать все, что у тебя есть. И здесь мы с вами проецируем глубокую-глубокую травму, носителем которой мы являемся все. То есть, когда мы с вами рождаемся в этот мир, то первоначально мы воспринимаем этот мир как тот, который должен вращаться вокруг меня. И об этом говорят все мои эмоции. То есть мне больно, когда меня не берут на ручки. Мне больно, когда не хотят со мной играть. Мне больно, когда меня не кормят. Мне больно, когда не вывозят на улицу. То есть, опираясь на свои чувства, мы делаем однозначный вывод, что этот мир жестокий и недостаточно любит меня. И особенно у тех людей, которые пережили какой-то момент покинутости, их отправляли к бабушке, в ясли рано и так далее, или там чужих тетей нанимали, будет особенно остро ощущаться эта жалость к брошенным людям. И как нам отличить, когда мы проецируем и когда мы сочувствуем? Вот, например, этот стыд, он такой неимоверной силы, жгучий, и он идет настолько глубоко изнутри, с первого пункта,
что можно с уверенностью делать вывод, что это проекция, то есть я это делаю с собой, мне кажется, что это другой со мной делает. Когда мы начинаем наделять других людей вот этими несуществующими мыслями, что меня осуждают, что-то там говорят и так далее. И особенно, когда мы ловим осуждающий взгляд, он вступает в резонанс с нашим внутренним осуждающим взглядом, и это все усиливается. Точно так же и жалость до желания заплакать, до желания отдать все, что есть, до ощущения себя отвратительной, когда ты не можешь помочь. И как бы компенсация этому становится демонизация тех, кто нуждается в помощи, для того, чтобы не чувствовать себя плохими. То есть как будто мне надо полностью обесценить этого человека для того, чтобы не ощущать собственную вину за вот это вот жгучее ощущение одиночества, ненужности, неспасенности. И как будто внутри что-то нас толкает спасти, стать спасителем для кого-то. И этим пользуются, конечно, мошенники. Когда мы в детстве переживаем вот эти вот все моменты, опираясь на свои чувства, когда мы ощущаем, что мир недостаточно заботится, любит и не для нас, то есть всегда мысль о том, что появится некий спаситель, который все это исправит. И начинается фантазия о каком-то человеке, о других родителях, о каких-то добрых дядей, тетей, которых сейчас нету, но они встретятся, или же встретится мой муж, будущий, или жена, которые меня спасут от этого всего. И момент, когда мы помогаем, мы соединяемся вот с этим апогеем спасителя. То есть помогая одиноким, несчастным, бездомным людям, мы ощущаем прилив вот этого счастья, что я помог, я спас. Я не говорю, что это плохо, и не говорю, что это надо делать. Несомненно, надо заботиться о тем, кого плохо. Я говорю лишь об вот этом внутреннем ощущении брошенности и ненужности, которое мгновенно всплывает, и мы уже не видим этот субъект или этот объект, а мы общаемся полностью с собой, захлебываемся в этих эмоциях, и мы уверены, что то же самое испытывает этот человек или это животное. То есть мы не отделяем, где мое, где чужое. Вот это момент потери границ и момент проекции. Третий пункт, когда мы себя очень боимся, когда мы в истерике. Мы не замечаем, как мы уходим от тех моментов, где у нас могут быть избыточные эмоции. Мы их не выносим, а точнее мы не знаем, что с ними делать, и мы в этот момент чаще всего бросаем себя, потому что воссоединиться с собой истерящим, нервничающим, боящимся, злящимся для нас невыносимо, потому что это как бы признать, что я есть такой. И это момент, когда мы боимся собственной истерики, которую мы себе устроим. Это как понимать, что ты боишься не лифта, не ехать в лифте, а боишься той истерики, которую ты себе устроишь. Ты боишься не летать в самолете, а той истерики, которую ты себе устроишь. Ты боишься не отказа, а той истерики, которую себе устроишь. Ты боишься не провала, а той истерики, которую ты себе устроишь. И вот это вот понимание, что это я сама делаю с собой, помогает потихонечку начинать уменьшать по интенсивности и продолжительности эти истерики. Особенно истерика – это истерика по утрам, когда мы, не знаю, не выспались или же нам хочется еще полежать. И вот этот бунт внутренний, что я не хочу вставать, что я несчастный, что мир против меня, я мученик. Вот это вот ощущение невозможности встать, оно воспринимается инстинктом самосохранения как то, что я сама для себя становлюсь угрозой, потому что если я не пойду на работу, то меня уволят и не будет денег на жизнь. И в этот момент включается аутоагрессия. То есть мы на свою истерику реагируем жестокостью. Мы начинаем себя принуждать садистично делать это. И в этот момент мы ощущаем боль и не понимаем, почему. То есть предварительно была истерика, которую мы успокаивали тоже розгой. Ты должен, ты обязан и так далее.
И у нас получается какое-то метание между ленивым кульком, который лежит, и хомячком, который постоянно крутит барабан. То есть мы, не понимая этих внутренних тенденций, склонность к лени, к прокрастинации, можем себя от аутоагрессии вывести, потом начинаем манийно что-то делать, не переставая, уже не можем остановиться, пока не падаем. Вот это вот западание только в ленивый кулечек, который лежит, как перепеленованный ребенок, или же в хомячка, который вертится в барабане, говорит о том, что мы делаем это с собой, но мы не понимаем, что мы это с собой делаем. И мы боимся себя злого с утра, когда нам не захочется вставать. То есть человек, который не встает, он даже не может насладиться лежанием, потому что он начинает в этот момент себя атаковать. Следующий момент. Невозможность выдержать собственную неполноценность, незнание, непонимание, неконтроль, неправоту, неглавность. То есть для нас нормой является, когда мы правы, мы главные, мы не неполноценные, мы знаем, мы уверены и так далее, и так далее. Только в этом состоянии мы ощущаем себя в безопасности. Стоит нам встретиться со своей неполноценностью, неглавностью, непониманием, как мы обрушиваемся вниз. То есть вот этого ощущения обрушения не было, если бы мы не стояли высоко. Я это часто на разный лад повторяю в своих роликах, но повторяю еще раз, потому что я вижу по клиентам и по группе, как это забывается. То есть эту неполноценность, эту жгучую неполноценность можно ощутить только если ты стоишь на постаменте. Если его нету, нету и неполноценности. И в этот момент мы не можем пережить себя слабого, не знающего, не главного, не помнящего и так далее. И мы начинаем выстраивать оправдательные конструкции, которые подтверждают нашу правоту. Или же мы начинаем искажать реальность, так запутывать ситуацию, что мы оказываемся ни в чем не виноваты, а виноваты звезды, мир, другие люди и так далее, и так далее. И таким образом мы сводим себя с ума, потому что в нашем картине мира, если что-то идет не так, как мне хочется, то кого-то надо распять за это на кресте. Или меня, как виновного в этом, или кого-то, как ответственного за это. То есть вот эта невозможность мыслить причинно-следственными связями, когда ты понимаешь, что каждое событие оно определено какими-то внутренними тенденциями, ты всегда реагируешь с желанием наказать виновного. То есть, если я не могу получить желаемое, значит, кто-то в этом виноват. Это я или это ты? И поэтому мы не можем сложно мыслить, не можем ничему учиться, потому что наругаться на себя, как говорят, да, наказать себя – это не что-то понять, не понять, как ты попал в эту ситуацию. И последний пункт, из-за которого мы очень боимся себя, это попасть в состояние мученика. Как я говорю, это склеп для личности. Личность, попадая в состояние мученика, ощущает себя полностью безгрешной, ни в чем не виноватой. Она не предъявляет к себе претензий, она страдает, но при этом она блокирует всю активность. То есть можно как бы обвинить этот мир, убрать с себя чувство вины, потому что я сама себя буду наказывать аутоагрессией, но при этом я начинаю блокировать свою активность, и я начинаю относиться к миру враждебно и претенциозно. То есть я все время мучаюсь, но в то же время я ненавижу, борюсь, противостою и так далее. Вот так вот мы боимся себя, точнее, мы это делаем с собой, и нам сложно понять, что это мы делаем с собой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а вы почему боитесь себя? Получается ли у вас уже отслеживать эти проекции в других, когда вы уверены, что это другой причиняет вам дискомфорт, но на самом деле вы это делаете с собой? Ну и, как всегда, в конце приглашаю на будущий проект Connect 1, самый смелый проект, который мы проводим с нашей командой. Это когда я буду проводить открытые психоаналитические сессии и объяснять, почему я вела так, а не по-другому.
отвечать на ваши вопросы и объяснять, с какими структурами психики я встретилась во время этой сессии. Ну что, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи!